Давным-давно, в волшебной стране Эквестрии, пришло время, когда идеалы дружбы уступили место зависти, эгоизму, паранойе и жадному разделу территорий и природных ресурсов. Страны подняли оружие против своих соседей. Конец света настал примерно так, как мы его себе и представляли. Мир оказался ввергнут в бездну магического пламени и темного волшебства. Подробности никому не интересны, причины, как и всегда, лишь в нас самих. Мир был едва не очищен от жизни. Великая чистка. Искра магии, выбитая копытом пони, быстро вырвалась из-под контроля. Дождь пламени мегазаклинаний хлынул с небес. Целые земли, объятые огнем, бились в агонии, погружаясь на дно вскипевших океанов. Пони были почти стерты с лица земли как вид. Их души стали частью радиационного фона, окутавшего землю своим покрывалом. На земле воцарились тьма и тишина. Но это был не конец света, как предсказывали некоторые. На самом деле, апокалипсис стал всего лишь прологом к очередной кровавой странице истории Японии. В первые дни тысячи спаслись от ужасов апокалипсиса, укрывшись в огромных подземных убежищах, также известных как Стойла. Но когда они вышли наружу, их встретил лишь выжженный ад пустошей. Всех, кроме жителей Стойла-2. Ибо в тот день, когда небо пролилось магическим огненным дождем, огромная стальная дверь Стойла-2 закрылась и больше не открывалась никогда. Очередной скучный рабочий день. Эти пибаки вообще когда-нибудь ломаются? А что такое пибак? Гляди, видишь? С помощью этой штуки любой пони может следить за здоровьем, сортировать вещи в сумках, принимать лекарства, слушать радио Стейбл. Но самое главное, в нем есть встроенный фонарик. А мне дадут такой? Конечно, как только у тебя появится Кьюти-марка. В честь этого в Атриуме устроят большой праздник, во время которого смотрительница наденет тебе на ногу твой собственный личный пибак. Правда? Тогда я побегу получать Кьюти-марку прямо сейчас. Эй, малявка! Это ты подговорила гаденыша напасть на меня? Даже не думала, Дарк. Ага, так я и поверила тебе, воришка. Лучше скажи, удобно носить второй ББ на крупе? Куда спешишь? Чужие шкафчики взламывать? Я слышала, ты набила в этом деле копыта, еще когда пешком под стол ходила. Может, научишь? А то я тут проспорила кое-кому парочку клевых вещичек. Нет, я не занимаюсь такими делами. Ой, глядите, какие мы правильные, аж тошно. И вот так каждый день. Вся беда в том, что пибаки ломаются очень редко. Так что техники, занимающиеся их обслуживанием, самой необременной работой пони в столе. У меня грива становится дыбом от мысли, что я буду день за днем, год за годом бездельничать в этой вонючей мастерской, занимаясь мытьем полов и стен, которые и без того уныло до отвращения. Раскрасили бы их, что ли? Мочи нет смотреть на эту серость. Кстати, давайте познакомимся. Меня зовут Литл Пип. Я младший пибак-техник Стойла 2. Кобылка без друзей, без нормальной работы, без каких-либо перспектив. Получила Кьюти-марку самой последней в классе, что, разумеется, не прибавило мне популярности среди сверстников. Короче, типичная неудачница.
Единственная радость жизни — забиться куда-нибудь в уголок и послушать песни в исполнении Velvet Remedy. Кто это такая? Вы правда не знаете? Ничего себе! Да это же лучшая исполнительница песен в Стойле! Ее голосу позавидовала бы сама Свети Белль! Я самая преданная ее фанатка и заслушала ее записи просто до дыр. Как бы мне хотелось быть похожей на нее. Впрочем, о том мечтает каждая кобылка в Стойле. Смотрительница говорит, что ее чудные песни поднимают всем дух и не дают нам окончательно заплесневеть и зачахнуть от тоски. О, дорогая, неужели все настолько плохо? Чего? Вы выглядели такой подавленной, когда я вошла. Я могу чем-то помочь? Velvet Remedy предложила помощь мне! Разбудите меня скорее! О, нет, ничего особенного. Все в порядке. Возможно, я буду вам полезна? Ненавижу доставлять беспокойство, но он начал натирать. Вы не могли бы что-нибудь с этим сделать? О, конечно, мигом все исправлю. Что вы, все в порядке, не надо торопиться. Я все равно хочу намазать ногу мазью и отдохнуть. Завтра вечером у меня концерт. Надеюсь, к этому времени... Все будет готово, не сомневайтесь. Вы не разочаруетесь, обещаю. Огромное вам спасибо. Little Pip, ваша самая преданная поклонница. Да-да, конечно, Little Pip. Как я могла забыть? Надеюсь, завтра вы придете на концерт? Конечно. Тогда всего хорошего. До завтра. Я не спала почти всю ночь, стараясь сделать как можно лучше, и теперь шла на встречу с Velvet Remedy, довольная собой. Представляю, как она обрадуется, увидев результат моей работы. Ну вот, опять эти охотники за автографами вперемешку с папарацци. И чего они здесь все собрались? Просто зла не хватает. Она исчезла! Как она могла уйти? Почему она покинула нас? Стоило вообще можно открыть? Быть такого не может. Это неправда. Она не могла нас бросить. Заговор! Заговор! Нашу Вельвет похитили! Не мели чепухи, Ланнистар. Кто мог ее похитить? Эта дрянь сама сбежала. Я всегда говорила, что Velvet Remedy бездарная наглая эгоистка. Пусть теперь сдохнет снаружи. Ничуть не жалко. Ах ты, мерзавка! Да как у тебя язык не отсох говорить такое? Жалкая завистливая кукла! Получай! Успокойтесь! У меня есть метки всех и каждого в стойле. Достаточно просто запеленговать сигнал ее пипбака и пройтись по его следу. Я прямо сейчас отправляю поисковую партию. Наша Вельвет будет дома не позже заката. Не волнуйтесь. Кошмар! Когда они его запеленгуют, то придут не к Velvet Remedy, а ко мне! Я крупно влипла! Что это такое? Забери его и возвращайся в свою комнату! Быстро! А ведь я так верила, так любила, а ты обманула! Обвела вокруг копыта, как жеребенка! Вельвет, за что? Чем я перед тобой провинилась? Раньше меня здесь просто не любили, а теперь будут ненавидеть! Уже ненавидят! Чуть не убили в этом проклятом коридоре! Чтоб тебе провалиться! Прости, пожалуйста, за такие слова. Я жалкая эгоистка. Тебе, наверное, гораздо хуже, чем мне. Лежу в тепле и в покое, ню не распускаю. А ты, наверное, сейчас... Ах, никто не знает, что там снаружи.
Стола запечатали 200 лет назад, и с тех пор ни один пони даже не пытался выйти на поверхность. Говорят, снаружи ничто, полная пустота. Что пустоту эту населяют призраки. Души пони, сгоревших в адском огне. Они приходят из мрака и собирают души живых, превращая их в ничто. Мы все чувствуем эту потерю, но я хочу напомнить, что Velvet Remedy сама выбрала свой путь. Она решила покинуть дом, забыть нас, свою семью. Она обманула мое и ваше доверие и предала вас. Точно так же, как обманула доверие пони, которую уловкой заставила снять пибак, чтобы вы не смогли отыскать ее следов. Я знаю, многие из вас обозлены и расстроены, и призываю направить свою злость туда, куда следует. Спасибо, конечно, госпожа смотрительница, что не называете мое имя. Вот только догадаться будет совсем нетрудно, ведь стоили всего 2 пибак-техника. Ах, ладно, что сделано, то сделано. Ах, знать бы, как она смогла открыть дверь. Тогда бы я пошла за ней следом и вернула назад. Наверное. Так, а это что за файл? Защищен паролем? Интересно, интересно. Возможно, это ее новая песня, над которой она работала. Попробую взломать. Теперь уж не у кого просить прощения за вторжение в личную жизнь. Запасной код открытия двери стоило 2. CMC3BFF. Хорошо, Литл Пип. Ты сможешь. Покажи всю свою харизму. Пожалуйста, пропустите меня. Я только найду ее, и мы сразу же вернемся. Эй, а не тот ли ты же ребенок, который позволил нашей Вельвет потеряться снаружи? Нет, ты слышал, Банни? Этой мелочи мало той каши, что она заварила. Ей еще десерт из яблок подавай. А ну давай вали отсюда, пока мы не позвали твою мамочку. И она тебя хорошенько не отшлепала. Ну, позвольте мне исправить свою ошибку. Что вам это стоит? Кыш, я тебе говорю. Считаю до 3. Или ты убираешься сама, или мы заковываем твои копытца в кандалы и отводим в, кажется, в дисциплинарную комнату. 1, 2, 3. Ух, чтоб тебе... Стой! Я приказываю тебе немедленно остановиться! Охрана! Все охранник двери стоил номер 2! Остановите этого же ребенка! Ага, сейчас! Не стоит делать глупости, Литл Пип. Тебя ведь так зовут, верно? Отступись, и я обещаю, что никто не станет тебя наказывать. Не волнуйтесь, я верну ее. Нет! Если ты уйдешь, назад тебя больше не впустят! Она там! Быстро, закройте дверь! За Velvet Remedy вы собирались послать спасательную экспедицию и вернуть назад. А меня, значит, не впустите обратно? Я для вас никто, верно? Тогда пошли, вы все знаете куда.
Их не впустили. Какой ужас. Простите, простите, пожалуйста, кто бы вы ни были.